Привет, дорогие друзья! Вы меня часто спрашивали под видео с моим популярным тортом творожным с клубникой. Можно ли заменить чем-то клубнику, если не сезон или там не любите клубнику? Чем же можно заменить ее? Вот я сделала один вариант такого торта с виноградом. Посмотрите, смотрится ничуть не хуже. Очень красиво, гармонично. Включайте, главное, фантазию. И все получается очень великолепно. В основе торта у меня будет американский бисквит. Помещаю его на подложку. У меня это бисквит диаметром 22 сантиметра. 1/3 от коржа, который есть у меня на канале. Толщина коржа примерно 1,5 сантиметра, может чуть-чуть меньше. Пропитаю корж молочным сиропом горячим. Корж у меня созрел, полежал в холодильнике ночь в пищевой пленке. И теперь пропитываю его горячим сиропом. Хорошенечко пропитываем краешки, уделяем внимание краешкам, потому что они наиболее сухие. И слегка по центру пропитываем. Пропитывайте столько, сколько вам нравится. Корж и так достаточно влажный. Но если вам нравятся более влажные тортики, то пропитайте. Количество тоже на ваше усмотрение. Помещаю бисквит в кольцо. Внутрь кольца помещаю ацетатную ленту, чтобы потом было хорошо нам извлекать торт из формы. Помещаем гладенько, чтобы не было складочек. Тогда торт будет красивым. Отставлю кольцо в сторону и займусь приготовлением творожного мусса. Я предварительно взяла 20 грамм желатина и залила его 120 миллилитрами холодной воды. Можно оставить желатин в холодильнике, чтобы он быстрее набух. У меня могилевский желатин, его сила где-то 180 блум. Затем возьму холодные жирные сливки жирностью 33% и взобью с помощью миксера на средней скорости до состояния полувзбитые. Взбиваются только очень холодные и жирные сливки. Отставляю сливки пока в сторону. И дальше все очень просто и быстро. В чаше миксера с ножами соединяю 450 граммов жирного творога. Жирность творога у меня 10%. Вы, конечно, можете использовать любую жирность творога, но с жирным творогом, по моему мнению, получается вкуснее. И 250 граммов сметаны жирностью 25%, а также 120 граммов сахара. Измельчаю с помощью блендера до однородной кремовой массы. Вот так вот получается. Для того, чтобы торт получился действительно вкусным, качество всех молочных продуктов должно быть достаточно высоким. Творог не должен быть слишком кислым или сухим. Лучше брать творог очень такой нежный, пастообразный, кремовый, но не очень мокрый. То же самое касается сметаны. Хорошо набухший желатин распущу в микроволновке. Также можно это сделать на водяной бане. Желатин должен получиться однородным, без крупинок. Если в нем есть крупинки, то массу необходимо процедить через мелкое сито. И введу желатин в творожную массу. Вводить удобно таким вот способом. Буду постоянно взбивать и вливать тонкой струйкой. Если же у вас, например, нету такого блендера и вам это делать неудобно, то можно часть творожной массы ввести в желатин, тщательно перемешать и затем с помощью венчика ввести получившуюся массу к общей массе. Но мне удобнее делать это таким образом. И теперь еще раз с помощью лопаточки перемешаю, чтобы желатин уж точно равномерно распределился. И наша творожная масса практически готова. Останется ввести в нее с помощью лопаточки только взбитые сливки по стеночкам.
нехорошо размешалось, поэтому вот немножечко подмешиваю. Видите, как все хорошо размешалось. Если плохо это сделать, то желатин может застыть комочками и такими вот волокнами, и испортит весь мусс. Введу сливки в 2 приема. Осторожно перемешаю, и творожный мусс готов. Видите, от холодных сливок он начинает быстро густеть. И выливаю мусс в кольцо на бисквит. Мешкать нельзя, иначе мусс быстро застывает, и потом он будет неравномерно распределен. Можно помочь себе немножко лопаточкой. Для того, чтобы так быстро мусс не застывал, творог и сметану лучше брать комнатной температуры. И теперь отправляю торт в морозильную камеру. И буквально за минут 20 он схватится, и можно будет поместить на него верхний слой. Если же у вас нет места в морозильной камере, можете поместить торт в холодильник. Но на застывание торта понадобится больше времени. 300 граммов киви нарезаю на пластиночки небольшого размера, добавляю 60 граммов сахара, перемешиваю и отправляю на огонь. Доведу до кипения, и после этого проварю еще около минуты. Делаем это мы для того, чтобы в киви нейтрализовать вещество, которое препятствует застыванию желатина. Проварила киви 40 секунд после закипания, и после этого ввожу набухший желатин. 6 граммов желатина я предварительно залила 30 мл холодной воды и оставила на полчаса для набухания. Тщательно перемешиваю, чтобы весь желатин растворился. И оставляю киви в сторону, чтобы масса остыла до комнатной температуры. Иначе творожный слой поплывет и все испортится. Творожный слой стабилизировался хорошо. А киви остыло до комнатной температуры. Распределяем киви по творожному слою. Можно вот так это сделать. И снова отправляем торт в холодильник или морозильную камеру. В морозильную камеру отправляем не дольше, чем на полчаса. А в холодильник до стабилизации верхнего слоя. Пока застывает верхний слой, я приготовлю желе из киви. Это желе из концентрата. Вот такой вот концентрат продается. Сразу же для приготовления желе со вкусами. Этот шаг можно пропустить, но чтобы торт был еще более ярким и эффектным, можно сделать еще прозрачный слой желе из киви, например, вот на данный момент. У меня здесь порошочек, рассчитанный на приготовление из 300 граммов воды. Заливаю порошок водой. 300 мл холодной кипяченой воды оставляю для набухания. Все здесь написано по инструкции, выдержит 40 минут. После истечения этого времени необходимо прогреть смесь на плите до полного растворения комочков желатина. Когда пройдет 40 минут, отправим кастрюльку на огонь и распустим желатин. Растопила желе на плите, а теперь дала остыть ему полностью до комнатной температуры. Верхний слой торта застыл. Заливаю торт желе. И отправляю снова торт в холодильник. На застывший творожный слой красиво выкладываем виноград. Я разрезала его на половинки. Это у меня кишмиш. Он без косточек.
Вот так красиво получилось. Теперь беру остывшее желе и с помощью ложечки осторожно наношу немножко желе на ягоды. Тоненький слой, чтобы они не всплыли. Желе обязательно должно быть застывшее. Тоненький слой наливаю и отправляю в холодильник, чтобы этот слой схватился, и тогда уже можно будет залить оставшееся желе. Осторожно переношу в холодильник или в морозильную камеру, буквально на несколько минут. Все, первый слой застыл, ягоды хорошо зафиксировались, теперь можно не бояться и залить оставшееся желе. Еще раз напомню, что желе должно быть полностью остывшим, иначе в противном случае творожный слой потает и смешается желе, и будут очень некрасивые такие белые хлопья. Поставила в такую глубокую миску, чтобы было удобнее переносить. Если ягодки где-то еще не зафиксировались, то лучше еще наливаем немножко желе и поставим еще разочек в холодильник, а потом выльем все оставшееся. Если же хорошо схватились, можно все за раз. Желе хорошо застыло, можно снимать форму. Торт находится в ацетатной ленте, поэтому его можно легко транспортировать, он защищен. Это очень удобно.